Добрый день, друзья! И сегодня мы поговорим, как правильно настроить задний амортизатор. Я наглядно покажу, как это делается на примере амортизатора Yolens TTX. Но, например, на всех амортизаторах все одинаково, за исключением настроек. В данном амортизаторе есть 3 настройки и, соответственно, натяжка пружины. С чего стоит начать? Если амортизатор новый, у него уже есть заводские настройки. Также к нему дается мануал по настройке, но начнем с самого банального. Соответственно, для того, чтобы нам правильно отрегулировать пружину, во-первых, пружины бывают разные по жесткости в зависимости от веса. Но в данном случае здесь указаны пружины Yolens и их характеристики. В нашем случае это 06310-07 пружина, рассчитанная под вес 70 килограмм. То есть это самая маленькая пружинка, которая может быть, потому что я вешу 68 килограмм, но уже меньше нет. Соответственно, чтобы начать настраивать подвеску, вот Yolens предлагает такой мануал по настройке. И в этом мануале указано, как правильно устанавливать, но это долго рассказывать. И стандартные настройки указывает по степени сжатия, отдачи и так далее. Итак, по пружине, значит, мы должны что сделать? Мы должны вывесить мотоцикл так, чтобы заднее колесо крутилось свободно. Затем мы затягиваем, затем мы меряем расстояние от любой точки рулеткой. Например, я взял, чтобы не спутать, от суппорта прислонил, упер рулетку в маятник и докоснулся до суппорта. И у нас здесь получилось, ну и до края крыла. Ну, мне просто так удобнее, а так можно любую точку измерить. Соответственно, у нас здесь получилось 63 практически сантиметра расстояние. Соответственно, при свободной нагрузке, то есть мы убираем сейчас подставку, ставим мотоцикл на колеса. И у нас должна подвеска упасть не более чем на 3 сантиметра, плюс-минус сантиметр. Соответственно, меряем расстояние. Секунду. Не очень удобно. Опускаем мотоцикл. Снимаем подножку. Можно пару раз нажать на него, чтобы он принял положение. И уже измерять от той же точки, от которой вы изначально мерили. То есть в моем случае, значит, у нас здесь получилось 59 сантиметров. Соответственно, мы укладываемся в диапазон 3 сантиметра плюс-минус 1 сантиметр. Как этого добиться? Сейчас покажу. Значит, у амортизатора есть, не знаю, видно, не видно,
Но в данном случае в Йоленсе есть стопорное кольцо, оно выкручивается, и затем кольцо, которое натягивает пружину, зажимается. То есть его нужно зажать так, чтобы при разгруженной подвеске и при свободной нагрузке, то есть без райдера, высота отличалась в 3, максимум 4 сантиметра. Соответственно, натягиваете либо отпускаете свою подвеску. Далее уже идет настройка сжатия. Это уже отдельный разговор, и есть мануалы, каждый настраивает сам под себя. Но самое главное, смотрите, какая у вас пружина, потому что если речь идет о китайских мотоциклах, то там все пружины практически одинаковые, они рассчитаны на 85 килограмм веса. Соответственно, следующая стадия – это уже измерение при нагрузке. Также есть мануал по этому делу. Вот Йоленс предлагает свободное положение, это фрисак. Это разница между мотоциклом, когда стоит на подножке в полностью подвешенном состоянии, и на колесах без нагрузки. А дальше идет уже разница, когда мотоцикл стоит на подножке и когда на нем сидит райдер. То есть это для настройки для передней и задней вилки. То есть передняя вилка также настраивается в диапазоне 3 сантиметра, при посадке 8 и 10. Соответственно, садитесь, и кто-нибудь должен померить расстояние между осью и верхней части мотоцикла. То есть расстояние просадки мотоцикла. Таким образом у вас будет настроен амортизатор, так как советуют на заводе стандартных настроек. Дальше уже, конечно, по сжатию есть также свои настройки, которые рекомендуют делать. Вот у меня они находятся во втором мануале. Сейчас покажу. Вот они. Значит, как именно для этого амортизатора настройки делаются в поворотах. Это то, что рекомендует производитель. Дальше уже, конечно, крутите сами. Но лучше не перекручивать и делать так, как рекомендует производитель. Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки.